Жизнь антиквара непроста. Встаешь рано с утра, пока другие люди спят. Всем привет, с вами Андрей. Сегодня пасмурная погода, время 6 часов утра. Решил поехать пораньше на барахолку. Первый раз еду так рано. Барахолка в 6 часов открывается. Люди только сейчас заезжают на барахолку. И там уже много людей, которые ходят и смотрят, что привезли. Здравствуйте. Приветствую. Ну чё, как Вот, вас? смотри. Я бы раму взял. Хорошая. Я тебе специально и это привез тут кое-что. А он потом еще он болеет, А, он гриппует, и он сказал, у него много. но ее надо восстанавливать, я вот вижу. Это ты же доктор. Доктор, нет, я так, любитель. С утра приходят много кто хочет урвать все подешевле, да получше. И тут, короче, группа людей, которые перекупают товар сразу же. Ну, здесь репродукция, вы видите, тут на фанере репродукция, рама красивая, да. Тоже есть сколы, надо ремонтировать, так же, как и здесь. Но это сам кто-то рисовал, даже есть подпись. Теперь расскажу, чтобы вы поняли всю историю. На прошлой барахолке я купил хорошую, но испорченную рамку для картины. Рама была хорошая, позолочена, но в двух местах были сколы, и она вся болталась. Я ее взял на реставрацию. И этот человек, русскоговорящий, говорит: вы занимаетесь картинами? Я говорю: ну, иногда реставрирую, беру вот рамки. Он говорит: у меня есть. Приезжайте в следующую барахолку, и мы встретимся в 6 часов, потому что многие люди приходят рано, и когда барахолка открывается, они смотрят товары, когда выкладывают, и сразу покупают. Ну, это перекупы, дилеры, как их называют, антиквары. И я говорю: хорошо, вот я приехал сегодня, и он мне привез 3 картины. 2 я купил. Но опять же, купил я только из-за рамы, потому что 2 рамы, это они такие хорошие, добротные. Одна картина репродукция, там можно сразу ее выкинуть, потому что сейчас репродукции никого не удивишь. А вторая рисованная картина, буду смотреть, есть подпись, я еще не посмотрел. Художника я дома буду разбирать, чей, откуда, как. Ну вот такая вот история получилась. Приехал я первый раз на открытие барахолки, и теперь буду знать, что рано. Кто встает, тот, как говорится, как в поговорке, да, тому Бог дает. Вот. То видишь ли, то есть, то есть, Was kostet Bilder? Ha? Was kostet Bilder? wirklich. Die. Die beide Ja. 15 Euro mindestens. Wie viel? 15. 15. Für 10er. Nein, nein. Ich brauche nur die Rahmen. Bilder sowieso kannst du wegschmeißen. Das dann. Ну вот смотрите, такие 2 картинки за 15. Торговля идет прямо с машины, дождь фигачит. Купил я 2 картины за 15 евро. Вот так все ходят от машины к машине, смотрят. О, хорошая такая лавочка старая, садовая. Антиквариат настоящий, если что. Только кто ей будет заниматься. Монетки привезли. Ну, уже, знаете, у меня глаз наметанный, я уже примерно определяю, что из этих монет это в основном такие копеечные монетки. Уже немножко с ним повозился, набил глаз. посуда.
Ух ты, я хотел сказать, красиво она. Смотрите. Классное зеркало. Но немножко тоже надо будет его смотреть. Für 20, ja? Ja. За 20. Первое правило, когда вы едете на барахолку, берите много мелочи. Я вот взял мелочи и отдал все свои мелочи на картины. Оставались крупные купюры. Хотел купить я зеркало у мужика, который продает зеркало. Даже нет денег разменять. Так что пока я оставил зеркало, пошел искать, у кого можно разменять деньги. Моя следующая покупка — это зеркало. Итого у меня 4 картины классных. Скажем, ну, картины я опять громко называю, скажем, рамки очень такие хорошие, добротные, и зеркало круглое. Это начало 20 века, думаю, 30-е, 40-е года. Судя по задней фанере, в хорошем состоянии. Цена совсем хорошая за такое зеркало. Юнгхаус. Старые часы из 60-х, я думаю. Механизм, наверное. Рабочий, не рабочий. Was kostet das? Ist 15 Euro. Следующая покупка — это часы настенные фирмы Юнгхаус. Немецкая фирма, которая уже порядком 150 лет производит часы. Вот я не могу вам точно сказать. Они, по-моему, где-то в 2010-2011 подали на банкротство. Я в новостях читал, просто я сейчас вспомнил, и надо проследить историю. Сейчас они вообще существуют или нет. Ну, в любом случае, я взял на свой страх и риск, потому что, как мне сказал продавец, вроде они рабочие. Надо дома поставить батарею и проверить. А так, вроде на вид они, ну, хорошие такие, знаете, из металла сделано. Смотрю, тут еще один подъехал продавец. Люди с утра уже стоят. Все идет с машины, вся продажа. Шпигель was kostet? Шпигель. Gib mir Spiegel, was kostet Spiegel? Ja. Посмотрите, за 10 евро. Какое классное зеркало. Рама какая деревянная, старая. Начало 20 века. Ну вот за 15 евро светильник. Ну, на один. Ну, ну это Шредер. Немецкая фирма стоит. Ух ты, 65-й год, посмотрите, классная деревянная статуэтка на гвозде. Вот это творчество, народное творчество, которое всегда ценится. Вот это можно взять. Was kostet das? 10er. Ja, bei mir kostet alles 10 Euro. Du kannst ja deinen Preis sagen, mein Besser. Ich habe 5. Machen wir 9. Oder machen wir beide 10er? Muss ich 15 haben. А? 15. Beide 15, ja? Окей. Посмотрите, какую вазочку взяла. Красивая. И мне это подсказывает, что это Мурана глаз. Я предполагаю. Возможно.
Не буду спорить, но я дома посмотрю. Очень классно. Ну и плюс статуэтку за 15 евро. Это что такое? Пластик, да? Пластик жалко. Если было бы стекло, то это вообще была бы красота. А вот старые... Так, но это не картина, это понятно, это копии. Распечатаны, видно, известных картин. Да, вот стоит Гемельде. С 1868 по 1895 год это известные картины тех времен. Видно, кто не мог купить картины, вот покупал такие журналы, ну я так называю, и здесь они были все показаны вот в таком виде. Как говорится, искусство доступно должно всем быть. То есть вот купил человек и смотрел, радовался. Красивые тарелочки. Посмотрите. Ist das nur Teller hast du oder was noch? Teller, ja, nur diese Teller. Schade. Люди подъезжают. Тут уже опять. Ну там только вещи я вижу. Так, и сюда подъехали. Посмотри, какие лужи за это время образовались. Это надо все обходить. Я уже одел такие сапоги специальные, чтобы не намокли ноги. Потому что каждый покупает, что он ищет. Так, погодка пока немножко нас радует. Солнышко, может быть, выглянет. Порадует немножко. А то дождик прекратился, уже хорошо. Люди раскладывают свои вещи. Ух ты. Столик разукрасили. Ну, сами разукрасили. Он не такого цвета должен быть. Ich komme morgen nochmal, ne? Tschüss. So, habt ihr gesehen? Guck, hast du gesehen? Мадонна. Ну, это религиозная тема, да. Мадонна с младенцем. Такие тарелки декоративные на стену. Ich schwöre diese. Hab ich dir gesagt, ich wusste nicht. Ja, ich weiß. Ich hätte die nicht hier gebracht, Scheiße. Там серпы продают. Можно купить. Молот я уж найду, серп куплю. Nimmst du Glas ab, bitte meine Denken. Старый на вид. Но это видно, как все лежало в одной. Где-то в каком-то чане. Вот так и привезли сюда. Инструменты из 60-х, если не раньше. Может быть, даже послевоенные. Серп, потом вот эти металлические, что тут у нас, вот специальные штифты. Это вообще очень старое, древнее, посмотрите, на черенок одевалось. Возможно, это было для посуды, чтобы цеплять и в печку ставить. Ну, блин, история перед вами. Красивый манекен, он тоже стоит очень дорого. Состояние хорошее. И такие манекены, они очень быстро продаются.
Я у него уже спрашивал, сколько такой столик стоит. Он отличный, но он хочет за него 100 евро. Столик я не потяну. Но он отличный. Вот я его вижу, что он такой... это 40-е, 50-е года. Латунные колесики. Ну, сами колесики резина, а вот они на латуни. В принципе, в интерьер везде пойдет. Там еще, я вижу, приехал, человек раскладывает. Ух ты, а почему я столик пропустил? Ну как так? Я у него уже зеркало купил и другие разные интересные. И этот мужик уже взял столик. Ну, блин. Такой столик классный утащил. Но я думаю, что на сегодня все, потому что новых продавцов я не видел, чтобы приехали. Погода всех испугала. И вот люди, кто приехал, сейчас здесь продают. Смотрю, столик есть. Столик. Так, это откручивается столешница. Немножко есть скол. Во сколько затишь? Ja. 10 Euro. За десятку. Но мне придется с ним поработать, потому что края немножко 10. Прокручивается столешница, не затягивается. Прикиньте. Ну вот он десятку хотел, я сказал, что надо ремонтировать, потому что здесь все у него плохо сделано. Плохо сделано, но я сделаю хорошо. Так что за 5 евро взял столик вот такой. Придется немножко здесь поработать, чтобы столешница была стабильно стояла, не крутилась. То она туда-сюда ходит и все. Ну, и это я сделаю у себя в мастерской, ребятушки. Вот за 5 евро такой классный столик теперь оказался. Вот и будни антиквара заканчиваются. Приехал я рано, к 6. Успел даже кое-что урвать. В толпе, как и многие, ходили от машины к машине, смотрели, искали. Купил много чего. Очень даже много. Не ожидал, что при столько малом количестве продавцов будет столько много интересного товара. Ну вот такой у меня репортаж получился с ранней барахолки. Приехал рано, в 6 часов, купил много, немножко промок. Все как по классике. Так что смотрим, подписываемся. С вами был Андрей. Всем пока.